Всем привет, дорогие друзья! Недавно меня потянуло узнать и, наконец, разобраться с таким простым на первый взгляд вопросом. А есть ли у меня и у тебя инстинкты? К тому же на просторах интернета нашлось много противоречивых и спорных мнений. Конечно же, если смотреть сквозь пальцы на видное мнение профессиональных ученых. Попробуйте, пожалуйста, проанализировать, например, свое поведение сегодня или завчера, и что-то из ваших действий вы могли бы объяснить инстинктом. Вот что вы инстинктивного сделали, я не знаю, за сегодня или за вчера? Если сделали вообще что-то. Да ничего, у человека инстинктов-то нету. Я думаю, что ничего я инстинктивного не делал, а все в основном поведение, так или в той или иной степени выученное. Но получается, что у ученых слишком мало времени, чтобы объяснить нам что да как. Они заняты своими научными делами, а в отрасль просвещения все-таки иногда проникают ложные идеи, которые легко существуют в среде недостаточно подготовленных к ним людей. Подождите, тогда а остальные планеты круглые? Никто не знает. Ну вы же как-то узнали, что Земля плоская. Это же видно. Давайте же попробуем вместе, наконец, разобрать этот вопрос и отвоевать у тьмы незнания частичку знания. Итак, с вами канал Вендар, и мы начинаем. Почему этот вопрос неоднозначен? Разные точки зрения. Для того, чтобы понять, почему вообще существуют споры по этому вопросу, придется сперва прояснить одну вещь. Вещь – это определение слова. Как бы это банально ни звучало, люди в разговоре часто могут иметь в виду совершенно разные вещи, когда, казалось бы, общаются на одну и ту же тему. Дело в том, что слово «инстинкт» используется сразу в нескольких смыслах и в нескольких науках, которые параллельно изучают разные стороны одного объекта, в данном случае человека. Из-за этого и возникает разница в определениях, потому что изначально в них вкладывают слишком разный смысл. Давайте покажу на примерах. Например, некоторые психологи давали свое определение. Так, Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, был одним из первых ученых, кто вообще начал всерьез исследовать инстинкты и их роль в формировании человеческого поведения. Фрейд объявил инстинкт как врожденный биологический импульс, который является следствием телесных потребностей, и разделял его на две группы – эрос – инстинкты жизни и танатос – инстинкты смерти. Но современные исследования мозга, генетики и эволюции показывают, что человеческое поведение определяется гораздо более сложными механизмами, чем предполагалось в теории Фрейда. И как мы увидим дальше, само определение не совсем точное. Существует также подход, достаточно противоположный идеям Фрейда. Основатель бихевиоризма Джон Уотсон и его последователи утверждали, что любое поведение можно объяснить через обучение и опыт. Они считали, что человек рождается с минимальными рефлексами и безусловными реакциями, такими как сосание или моргание, но большинство видов сложного поведения формируется через процесс обучения. Радикальный же бихевиоризм утверждал, что человеку вообще не свойственны какие-либо предрасположенности, что при рождении каждый из нас – это абсолютный чистый лист, который в процессе жизни приобретает свои особенности поведения. Дальше я покажу, почему и это определение не совсем верное. Вопрос об определениях, по-моему, достаточно частая причина недопониманий и разногласий в подобных темах. Он возникает при сужении или чрезмерном расширении термина, что часто делается случайно, а иногда из-за банального незнания базовой биологии. Это база. Это база. Это основа, базис. Но ничего страшного, именно сейчас в этом видео мы разберемся с этим вопросом. Просто нужно сперва поговорить об определениях терминов, и тогда все призраки испарятся. Пример инстинктивного поведения. Печальная история. Я расскажу тебе одну историю. Итак, что же такое инстинкт? Сейчас поговорим о нем с точки зрения продукта эволюции, где он сыграл одну из немаловажных ролей в выживании животных. История эта будет печальна, но интересна, потому что покажет, как программа, вшитая еще при рождении, заставляет животное отказаться от своего пытливого ума
и умереть, логически завершая свой жизненный цикл. Знакомься, это один из красивейших и умнейших созданий в подводном мире. Осьминог. Эта самка откладывает яйца в защищенных местах, часто на подводные скалы или в пещерах. Яйца имеют форму длинных цепочек, свитых вокруг твердых поверхностей. Этот процесс занимает несколько дней или даже недель. После того, как яйца отложены, самка остается рядом с ними, охраняя кладку от хищников и обеспечивая аэрацию воды вокруг яиц. Для этого она активно направляет струю воды через свою мантию, создавая поток, который насыщает воду кислородом и удаляет отходы жизнедеятельности развивающихся эмбрионов. Во время заботы о яйцах самка почти полностью перестает питаться. Некоторые исследования показывают, что она вообще отказывается от еды, поскольку ее организм перестраивается на охрану детенышей. Истощение организма становится просто делом времени. Период охраны яиц может длиться от нескольких месяцев до года, в зависимости от вида осьминога и условий окружающей среды. За это время самка практически не покидает гнездо, тратя всю энергию на поддержание чистоты и вентиляцию кладки. По мере приближения момента вылупления детенышей, состояние самки ухудшается. К этому моменту она уже настолько ослаблена, что умирает вскоре после появления молодняка. Таким образом, забота о потомстве фактически заканчивается гибелью матери. Здесь покоятся мечты и надежды. Когда молодые осьминоги появляются на свет, они сразу же начинают самостоятельную жизнь. Они не получают дальнейшей поддержки от родителей, и выживание каждого из них зависит исключительно от удачи и приспособленности уже с такого малого возраста. Этот феномен уникален среди морских беспозвоночных. Инстинкт защиты потомства настолько силен, что самка жертвует собой ради будущих поколений. Жаль, конечно, этого добряка. Думаете, может, хоть самцам повезло, и после выполнения супружеского долга им можно спокойно чилить на морском дне? Но нет, природа и им не дала такой возможности. Самцы тоже живут недолго после размножения. После спаривания они теряют интерес к пище и защите территории, становясь легкой добычей для хищников. Продолжительность жизни осьминогов обоего пола составляет около 2-3 лет. Эта история действительно удивительная, потому что не ожидаешь от неразумного небольшого моллюска такой заботы о своих детях. Действительно, поведение матери осьминога очень сложное, чтобы не быть просто рефлексом. Например, как отдергивание руки от горячей сковороды. Все уже готово. Вода, кипяченое масло. Я надеюсь, что я не пострадаю. Или закрытие глаза при касании с пальцем. С этой точки зрения защита потомства самкой осьминога действительно может рассматриваться как проявление инстинкта, соответствующего критериям сложного, типичного для данного вида и врожденного поведения. Рассмотрим подробнее, почему это так. Основные критерии инстинктивного поведения. Что же такое инстинкты? Это врожденные программы поведения, которые проявляются автоматически в ответ на определенные стимулы и не требуют предварительного обучения. Чтобы считать поведение инстинктом, оно должно соответствовать этим критериям. Первое. Автоматизм и стереотипность. Защита потомства у самки осьминога проявляется как автоматическое и стереотипное поведение. Она действует одинаково вне зависимости от внешних обстоятельств. Находит подходящее место для кладки, очищает яйца, обеспечивает их вентиляцию и, наконец, защищает их от потенциальных угроз. Эти действия выполняются регулярно и последовательно, без явной вариативности. Второе. Врожденный характер. Это поведение не требует обучения или опыта. Оно генетически запрограммировано и запускается в определенный момент жизни животного, когда оно достигает половой зрелости. Даже в условиях изоляции от взрослых особей молодые осьминоги демонстрируют такое же поведение. Третье. Универсальность для вида. Подобная форма поведения наблюдается у большинства представителей данного вида. Независимо от индивидуальных особенностей, каждая самка осьминога проявляет схожие действия при уходе за яйцами. Это подтверждает, что такое поведение является типичным и служит адаптацией к конкретным условиям обитания. 4. Запускающее влияние внутренних факторов.
Ухаживающее поведение самки связано с внутренними физиологическими изменениями, такими как гормональные перестройки, происходящие после спаривания. Эти изменения инициируют последовательность действий, направленных на заботу о потомстве. 5. Отсутствие гибкости. Самка осьминога не способна изменить свое поведение в процессе заботы о яйцах. Она продолжает ухаживать за кладкой, даже если это угрожает ее собственной жизни. Такое поведение нельзя корректировать или адаптировать под внешние условия, что подчеркивает его жестокую врожденную природу. Защита потомства самкой осьминога соответствует основным признакам инстинктивного поведения. Это сложное, но стереотипное и универсальное для вида поведение, которое направлено на обеспечение выживаемости потомства и обусловлено генетической программой, то есть является врожденным. Конец. Это совсем не помогло. Спасибо, Патрик. Так есть ли у меня и у тебя инстинкты? Выводы. Фух, ну все, с животными вроде как разобрались. Так что же там дальше? И вот сейчас начнется самое вкусное, потому что сейчас мы поговорим о человеке. Чувствую, у людей уже тянутся руки в комментарии, чтобы посмотреть, что же там пишут. Спешу вас разочаровать, то есть нет, обрадовать. Но ответ все-таки оказывается куда проще, чем кажется. Конечно, если вы слушали внимательно. У человека нет, вернее почти нет никаких инстинктов, кроме одного единственного, наблюдаемого ученым-этологом Эйбл Эббесфельдом, учеником Лоренца. Суть его такова. Встречая знакомого человека, мы непроизвольно приподнимаем брови. Это движение, которое длится всего 1/6 секунды, ученый зафиксировал на кинопленку у разных людей разных рас. Большую часть своих исследований он провел в диких уголках планеты среди племен, которые не знают не только телевизора и радио, но и с соседями имеют контакты довольно редкие и поверхностные. Таким образом, поднимание бровей не могло сформироваться в результате перенимания чужого опыта, то есть имитационного обучения. Главным же аргументом явилось поведение детей, слепых от рождения. У них тоже голос знакомого им человека вызывает подъем бровей на то же самое время, 1/6 секунды. Материнский инстинкт у человека, осьминога и шимпанзе. Как уже понятно из моей маленькой истории про осьминога, для того, чтобы какое-либо поведение считать инстинктом, это самое действие должно соответствовать нескольким критериям, а именно 3. Поведение должно быть достаточно сложным, чтобы отличаться от рефлексов. Поведение должно быть записано в генах, то есть быть врожденным и не конкурировать с обучением. И последнее. Поведение должно быть типичным и повторяющимся из раза в раз у разных особей одного вида. Это лишь машина, чье поведение определяется встроенной программой. Сравним это с достаточно схожим в некотором плане поведением человеческих матерей. Ухаживание, забота и любовь, которую они дарят своим детям, безусловно сложное поведение. Первый пункт здесь с натяжкой, но совпадает. А что выходит с остальными 2? Здесь, извините, мимо. Каждая мать, перед тем как сама стала матерью, была ребенком. Она ходила в садик, училась в школе, университете, читала разную литературу, смотрела разные фильмы, слушала музыку и, главное, общалась со многими людьми. То есть прошла большой путь социализации и обучения. По сути, опыт каждого отдельного человека уникален. Мозг – это такое устройство, которое только и делает, что учится все время. Мы учимся, перенимаем чье-то поведение, формируем свой взгляд на мир. Поведение матери при рождении у нее ребенка в меньшей степени зависит от врожденной программы. Хотя существует небольшая доля предрасположенности к заботе о ребенке. Но все-таки большую роль играет обучение, как важнейший продукт нахождения в обществе. Чтобы наглядно показать и подтвердить это, приведу пример из животного мира, который демонстрирует, что, имея эволюционную предрасположенность к заботе о своих детях, не всегда самка может догадаться, что от нее все-таки требуется. В американском центре по исследованию приматов Эмори был зафиксирован и научно описан пример поведения самки шимпанзе Барбары и ее ребенка Уинстона. Барбара была воспитана матерью, взятой из дикой природы Африки, но сама выросла в неволе. Она проявляла высокую социализацию с другими взрослыми шимпанзе
и смотрители ожидали от нее нормального материнского поведения, когда у нее родился ребенок по имени Уинстон. Барбара внимательно смотрела за ним, реагировала на крик, беспокоилась, металась из стороны в сторону, но не проявляла никакого желания взять его на руки и качать, успокаивая малыша, как это часто бывает у самок этого вида. Она не демонстрировала полноценное материнское поведение, поэтому ребенка через несколько часов забрали, потому что иначе он бы погиб. Через некоторое время в вольер поместили чужого ребенка, годовалого Конана. Малыша, которого недавно тоже забрали от его матери, но она, в отличие от Барбары, проявляла к нему с рождения материнскую заботу. Сразу же Барбара стала проявлять такую же внимательность к ребенку, как недавно своему, но Конан поначалу избегал контакта. А через 2-3 дня Конан бросился в объятия Барбары и принял ее как мать. А та, по сути, усыновила Конана и стала брать его на руки, качать и даже кормить грудью. 3 года спустя Барбара родила еще одного детеныша и на этот раз продемонстрировала весь спектр материнского поведения и заботы. Более того, из 30 шимпанзе, которые родили в исследовательском центре с 1987 по 1992 год, 18 не обеспечили достаточно хорошей материнской заботы к своим детенышам. Некоторые из матерей шимпанзе, по-видимому, боялись своих детенышей и никогда не держали их на руках. Материнская компетентность у шимпанзе, по-видимому, зависит от того, имели ли самки шимпанзе, будучи молодыми или подростками, прямой практический опыт общения с младенцами. Возможно, игра с куклами имеет некоторые из схожих эффектов. Да, вы правильно поняли, шимпанзе тоже играет с куклами, но они выглядят иначе. У современных шимпанзе, девочки-шимпанзе иногда играют с палочками, как с куколками. То есть она с виду палка и палка, но они их нянчат, они их носят с собой, и самое показательное, они на ночь им плетут гнездышко. То есть шимпанзе, когда укладываются спать, они себе из веток делают гнездо. Ну, такое корявенькое, но тем не менее. И вот эти девочки-шимпанзе, они делают маленькие гнездышки и туда вот эти палочки укладывают. Теперь сравните это с минимальными возможностями осьминога, который живет жизнь в ускоренном режиме и умирает, чтобы прожить жизненный цикл через 3 года после рождения. Грустно, не правда ли? Как говорил Лев Николаевич, грустно и грустно, что грустно. Но давайте подумаем несколько иначе. На самом деле такой подход помог осьминогам дожить до сегодняшнего дня. И как вид, он не находится в явной опасности. Следовательно, такая модель априори считается успешной. У людей дела обстоят иначе. Мы живем чуть подольше и способны накопить достаточно опыта, чтобы вырастить образованное новое поколение. Дурацкие вы правила. Таким образом, инстинкты – это строго фиксированные модели поведения, которые передаются генетически и проявляются одинаково у большинства представителей одного вида. У человека чисто инстинктивные поведенческие схемы крайне редки. Как мы видели, существует только один четкий и зафиксированный случай. Люди обладают большей пластичностью поведения благодаря развитым когнитивным функциям и способностям к обучению. Поведение животных с интеллектом уровня человека и даже чуть поменьше, например, человекообразные обезьяны, не имеет никакой четкой врожденной программы. Это очень интересный вопрос. Инстинктов в строгом смысле у нас нет вообще, и вообще и у других обезьян нету вот таких инстинктов, которые вот прямо инстинкты. Но, тем не менее, мы безусловно, не чистый лист. Наша выживаемость строится на познании мира, на обучении новым навыкам и их применении. Даже в самых опасных ситуациях, где, казалось бы, и должны проявляться программы поведения, мы ведем себя очень по-разному. Потому что инстинкты противоречат разумности и обучаемости. Классический пример. Вы идете по лесу, на вас вылезает медведь и говорит вам привет. И инстинкт вам гласит, что надо, оскалиться и прыгнуть на дерево. Вы примат, вы должны прыгать на дерево. А обучение вам говорит, что надо схватить ружье или палку, или что у вас там есть, и стучать его по бороде. И если у вас работает и инстинкт, и ваше это обучение, они войдут в противоречие. Вам нужно прыгать, а одновременно надо, разворачиваться и медленно отступать назад, но ни в коем случае не бежать. И вы затупите и не сделаете ни то, ни другое. И медведь будет очень рад этому моменту, а вы не очень. Представьте себе наших предков, которые периодически должны были охотиться на совершенно разную добычу, в разных условиях, и по сути конкурировать с какими-нибудь леопардами, или с другими нашими менее смекалистыми предками.
Только в отличие от леопардов, которые находились примерно в одних и тех же условиях многие тысячи лет и которые практически не меняли способ охоты, в принципе и так у них все неплохо получалось. Леопарда столько одна и та же будет, да, он будет стандартно нападать. И у него, поскольку он охотится на какую-нибудь газель, а у него тоже одна программа спасения, каждый раз работает, да. Наши предки постоянно мигрировали, менялась среда, рельеф, добыча, и каждый раз нужно было искать новый подход, чтобы не окочуриться. Если бы человек действовал как леопард и всегда охотился одинаково, например, на медведя, на мамонта, на газель, на рыбу, то не факт, что наш вид бы не закончился. Но в естественном отборе высших приматов победили особи, которые легче поддаются обучению, а следовательно лишены сложного запрограммированного поведения. Мы жили в весьма нестабильных условиях среды, когда одна и та же реакция становится неадекватной. Потому что сегодня у вас такая среда, завтра сякая среда, послезавтра такая, и один инстинкт у вас уже начинает не работать просто банально. А обучение работает. Хотя при этом у нас, как и у других достаточно сложных животных, есть предрасположенность к разным видам деятельности. То есть, когда мы рождаемся, все-таки мы не чистые листы, как говорили бихевиористы, а содержим в себе какие-то заложенные предрасположенности. И если они полезны и одобряются нашей культурой, то они могут сохраниться и передаться следующему поколению. Интересно как раз то, что в данном случае предрасположенность может как игнорироваться, так и подкрепляться посредством обучения. Например, одной из самых важных и полезных предрасположенностей для человека является возможность быстро овладевать языком и речью в детском возрасте. Вспомните детей Маугли. Без общества, социализации и обучения предрасположенность к языку, который они непременно обладают, как представители вида человек, остается невостребованной, и ребенок так и не начинает говорить. Если все понятно, то о чем говорить, а если ничего не понятно, то о чем говорить. Ну вот и все, видео подошло к концу. Надеюсь, вы наконец разобрались в этой теме и теперь сможете разбомбить кого-нибудь в комментариях к научно-популярным роликам. Если возникли вопросы или с чем-то не согласны, пишите свое мнение в комментариях. Чтобы узнать больше полезных фактов о психологии и биологии человека, обязательно подпишитесь на канал и канал в телеге, где я публикую актуальную информацию. Мы будем продолжать разбираться в загадках нашего сознания и поведения. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и делитесь с ним с друзьями. Не потому что это запрограммировано в вашей ДНК, а потому что так хотите именно вы. Спасибо, до новых встреч!